В начале этой недели биткоину удалось вернуться на важный уровень 70 тысяч долларов, что стало отличным событием для всех инвесторов, и сейчас можно заметить очень много положительных новостей, как, например, возвращение притока капитала в ETF после пятидневных убытков, накопление со стороны китов, которые уменьшают предложение биткоина на биржах, позитивные прогнозы аналитиков касательно окончания коррекции перед халвингом, а также заявление Ларри Финка, который верит в биткоин во время роста госдолга США. Но несмотря на такое большое количество положительных новостей, есть и те события, которые сигнализируют о том, что не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, правительство США снова ужесточает правила регулирования криптовалюты, и только на этой неделе Федеральная прокуратура обвинила биржу KuCoin в отмывании денег, а вчера суд поддержал SEC и согласился с тем, что Coinbase незаконно торгует ценными бумагами. Ссылаясь на наш прошлый опыт, мы прекрасно знаем, что судебные дела с криптобиржами ничем хорошим не заканчиваются. С биржи KuCoin уже вывели более 1 миллиарда долларов, и все переживают касательно судьбы Coinbase, ведь это главная биржа, которая хранит биткоин почти всех ETF-фондов. Также, несмотря на то, что BlackRock и Fidelity возобновили накопление биткоина, компания Grayscale продолжает продавать биткоин на 200 миллионов долларов в день. И это действительно вызывает очень много вопросов у инвесторов, потому что никто не понимает, будет ли рынок сейчас расти, или все же нас ждет более глубокая коррекция. Но, друзья, для этого мы и сделали для вас сегодняшнее видео, потому что я собрал только самую полезную и эксклюзивную информацию. Сегодня я вдоль и поперек проанализирую крипторынок, назову настоящие причины, из-за которых биткоин не пробивает новые исторические уровни, разберу важное интервью Ларри Финка, на которых он опасается краха США и верит в рост биткоина, и, конечно же, сделаю для вас технический анализ биткоина, чтобы вы заранее знали, что будет с его ценой на выходных, и понимали, упадет ли он на 60 тысяч, а также стоит ли его покупать на текущих уровнях. Ну и дополнительно сегодня я вам расскажу, почему монеты на базе искусственного интеллекта собираются показать самый большой памп в истории, так что будет очень интересно. А поскольку месяц подходит к концу, самое время добавить в свой портфель перспективные монеты на апрель, и мы уже готовим для вас такой топ, который выйдет на этой неделе, если вы наберете под этим роликом 1500 лайков. В этом топе мы расскажем про лучшие монеты, которые обязательно должны быть в вашем портфеле, поэтому заранее вам спасибо за поддержку. С вами Влад, вы на канале Coin22, давайте начинать. Итак, дорогие друзья, на этой неделе действительно было очень много важных новостей, начиная от возвращения притока капитала в биткоин ETF, заканчивая судебным иском против биржи Coinbase. Но что самое главное, актуальные новости продолжают появляться прямо сейчас. И если вы до сих пор пропускаете важные события, немедленно подпишитесь на наш телеграм-канал. Сейчас наши редакторы отслеживают все популярные крипто-СМИ, чтобы вы не тратили свое время на поиск важной информации, а получали все уже в готовом виде, как, например, этот прогноз на цену биткоина после халвинга, до которого осталось меньше 25 дней. Так что обязательно переходите в Telegram и подписывайтесь. Ну а мы начнем, пожалуй, с главной темы, из-за которой вчера биткоин упал на 4% и пробил поддержку 70 тысяч. Это произошло после того, как судья постановил, что SEC привела убедительный аргумент в пользу того, что Coinbase работает как незарегистрированный брокер, биржа и клиринговое агентство. И самое главное, судья заявил, что Coinbase предлагала и продавала незарегистрированные ценные бумаги через свою программу стейкинга. Кто не помнит, вся эта история SEC с Coinbase началась еще в прошлом году, когда в июне SEC подала в суд на Coinbase за то, что она продает как минимум 13 монет, которые считаются ценными бумагами, из-за чего тогда биткоин упал на 10%, а альты, как например Solana, улетели на 40% вниз. Да, тогда на рынке было жарко, но что значит вчерашнее решение судьи для Coinbase и всего рынка крипты в целом? На самом деле для Coinbase это далеко не первое разбирательство SEC, потому что после тех обвинений летом прошлого года они уже провели много судебных заседаний, судья рассматривал разные жалобы, что с одной, что с другой стороны, и по итогу первые результаты мы получили только вчера. Главный юрист Coinbase не удивился решению судьи и заявил, что они были к этому готовы. Конечно, для Coinbase это совсем не положительная новость, ведь она является не только главной биржей в США и второй биржей в мире, а еще Coinbase выступает главным партнером фондов, ведь именно она хранит биткоины BlackRock, Fidelity и других фондов. Вот поэтому рынок так активно отреагировал на решение
судьи. Тем не менее, это не значит, что на Coinbase можно ставить крест и завтра эта биржа закроется. Ведь, во-первых, судья назначил 19 апреля как дату, когда две стороны дополнят свои обвинения и аргументы для защиты, и только после этого мы будем четко понимать последствия этих разбирательств. А во-вторых, я сомневаюсь, что SEC может продвинуться дальше, потому что в США нет четких правил для крипты, и чтобы доказать, что та или иная монета является ценной бумагой, нужно потратить очень много времени, причем не всегда это удается. Живой пример XRP. Поэтому мы внимательно будем следить за новостями. Если что-то появится, то вы узнаете об этом первые. Следующий вопрос касается ETF, потому что на прошлой неделе общий отток капитала из ETF составил более полумиллиарда долларов, и биткоин чуть ли не упал ниже уровня 60 тысяч. Но в понедельник фонды проснулись, поняли, что биткоин торгуется по отличной цене, из-за чего уже во вторник притоки капитала составили 418 миллионов. Но вот Grayscale все равно продает. Причины продажи я ранее озвучивал. Во-первых, это высокие комиссии, которые в 5 раз превышают другие ETF, а во-вторых, это фиксация прибыли со стороны инвесторов, которые инвестировали в биткоин через Grayscale еще в 2013 году. Но есть и хорошие новости. По данным Arkham, через 96 дней Grayscale может продать все свои биткоины, из-за чего давление на биткоин значительно снизится. А учитывая, что такие фонды, как BlackRock или Fidelity, наоборот демонстрируют активный спрос на биткоин и скупают по 4 или по 5 тысяч монет в день, это является самым лучшим катализатором для биткоина в ближайшие месяцы. Ранее я вам уже говорил, что показатель притока и оттока капитала ETF является лучшим индикатором для текущего прогнозирования цены биткоина. Ведь если мы заранее знаем, что фонды накапливают биткоин, это может стать хорошей возможностью для заработка на его росте. Ну а чтобы точно не упустить свой шанс заработать на крипте, вы всегда можете воспользоваться подпиской Coin22 Pro. Ведь команда наших аналитиков анализирует не только притоки капитала в ETF, а еще большое количество других данных, чтобы вы ежедневно получали лучшие точки входа, как, например, вот эту сделку по эфиру, на которой участники Pro заработали от 80% чистого профита. Да, на прошлой неделе мы продолжали лонговать эфир и зарабатывали на его росте, а все потому, что вовремя входили в рынок по самым лучшим уровням. И знаете, какой главный плюс подписки Pro? Это, конечно же, пошаговое обучение для всех новичков и не только. Также мы предоставляем поддержку 24/7 и полное сопровождение на всех этапах работы. Но и это еще не все, ведь помимо прибыльных сделок, мы также соберем вам хороший спотовый портфель или сбалансируем тот, который вы уже имеете. В торговле самое главное — это опыт и, конечно же, практика. А поскольку мы работаем на рынке более 2 лет, и лично я в крипте с 2018 года, за это время мы получили много знаний, которые передадим вам в подписке Pro. Поэтому переходите по ссылке в описании, напишите нам, и вы сразу получите всю необходимую информацию. В то время, пока биткоин застрял в диапазоне около 70 тысяч долларов, и все внимательно следят за развитием событий вокруг SEC и Coinbase, Ларри Финк решил взять ситуацию в свои руки и посетил аж 3 интервью на самых главных телеканалах США, на которых озвучил свои положительные прогнозы касательно биткоина и в очередной раз заявил, что это лучший актив, который может спасти наши деньги на фоне сумасшедшего роста госдолга США. Во вторник Ларри Финк дал большое интервью на канале Bloomberg, где обсуждал много разных тем, но нас интересует его мнение касательно госдолга и, конечно же, биткоина. Так вот, Ларри Финк сказал, в 2000 году дефицит США составил 8 триллионов долларов. Сегодня он составляет 34 триллиона. Поэтому за 23 года мы увеличили наш дефицит на 26 триллионов долларов. И получается, что за 230-240 лет мы увеличили наш дефицит до 8 триллионов, а за последние 23 года мы увеличили его на 26 триллионов долларов. Это наглядно говорит о том, что происходит в нашей стране сегодня. Как вы могли заметить, Ларри Финка реально беспокоит вопрос госдолга, ведь дополнительно он сказал, когда я говорю об этой статистике, меня это пугает. Действительно, рост госдолга сейчас находится на пиковых значениях, и что самое интересное, правительство США не делает абсолютно ничего, чтобы решить эту проблему. Вот поэтому Ларри Финк и верит в биткоин. Также вчера Ларри Финка позвали на телеканал Fox News, где спросили у него, что он думает об ETF, и он сказал, наш биткоин ETF это самый быстро растущий ETF в истории, после чего добавил, послушайте, я очень оптимистичен в отношении долгосрочной жизнеспособности биткоина. Сейчас мы создаем рынок, который имеет больше ликвидности и прозрачности, и я приятно удивлен, и я бы никогда не предсказал этого раньше. И кстати, когда его спросили, могут ли одобрить эфириум ETF, даже если эфир признают ценной бумагой, он ответил да. То есть понимаете, Ларри Финк, который является очень влиятельным человеком в мире,
мире, ведь именно он управляет самой большой инвестиционной компанией BlackRock, в прямом эфире главных телеканалов Америки говорит, что у США очень большие проблемы из-за госдолга, но при этом биткоин является отличным спасением. И если вы думаете, что биткоин это обман и верите в то, что он упадет до нуля, просто оглянитесь. Все давным-давно изменилось, и перед вами сидит один из самых влиятельных людей в мире, который прямым текстом говорит, что у биткоина есть будущее. Мнение Ларри Финка имеет большой вес на финансовых рынках. И представьте, сколько инвесторов пошли покупать биткоин после его прогнозов. Для самого биткоина это является лучшим катализатором для роста, ведь 10 января все изменилось, и теперь судьба этого цифрового золота находится в руках больших фондов, которые как никто другой имеют все, чтобы запампить его цену вверх. Поэтому не забываем про этот фундаментальный фактор, который обеспечивает долгосрочный рост биткоина. Но несмотря на то, что общий тренд остается восходящим, есть очень много вопросов касательно повторного отката цены до поддержки на уровне 60 тысяч долларов. Давайте перейдем на график, чтобы понять, сможет ли биткоин упасть до этого уровня. Как мы видим, вот здесь сформировался диапазон предложения, где инвесторы активно продают биткоин. И кстати, именно выше уровня 74 тысячи долларов находится большое количество стоп-лоссов шорт-сделок, то есть медведи по-прежнему не верят в рост выше этого уровня. И на самом деле так и есть. Пока мы не пройдем диапазон предложения и биткоин не соберет все заявки на продажу, цена вверх не пойдет. Вот только обратите внимание, что начиная с 22 января на дневном графике сформировалась восходящая линия тренда, и она очень интересно поддерживает биткоин, потому что он ее тестирует только в выходные дни, а все потому, что ETF на выходных не торгуется и фонды не покупают биткоин. Так вот, если отталкиваться от этого движения, вероятный сценарий, который будет на выходных, это снижение биткоина вот в этот диапазон, возможное тестирование восходящей линии тренда, а после этого начало роста в понедельник, когда фонды вернутся накапливать биткоин. Поэтому я планирую на этих выходных покупать вот в этом диапазоне. В этом ролике перед ростом мы уже вам говорили, что биткоин будет восстанавливаться, ведь таких положительных катализаторов, как сейчас, у него не было никогда. Поэтому мой прогноз по сей день остается положительным. И если появится возможность его купить в этом диапазоне или даже ниже, я обязательно это сделаю. Также еще есть интересные новости, которые касаются альтов, причем не обычных, а на базе искусственного интеллекта. Сейчас все обсуждают новость, что 3 главных криптопроекта, которые занимаются ИИ, могут провести масштабную интеграцию и запустить свой новый токен. Вчера Bloomberg написал, что по словам людей, знакомых с этим вопросом, такие проекты как SingularityNet, Fetch AI и Океан Protocol обсуждают объединение своих токенов в одну монету под тикером ASI с общей капитализацией около 7,5 миллиардов долларов. Также, по словам источников, эти 3 организации будут сотрудничать под руководством Бена Герцеля. Это основатель и главный директор SingularityNet, проекта, который имеет свою монету AJAX. Сейчас уже появилась информация от Fetch AI о том, как это будет выглядеть. Говоря максимально простым языком, они должны переименовать существующие токены FED в монету ASI, и ожидается, что голосование сообщества откроется 2 апреля. В случае одобрения можно будет обменять FED на новые токены по курсу 1 к 1. Например, если у вас есть 100 FED, вы сможете их обменять на 100 ASI. А также в рамках этой инициативы Океан Протокол конвертирует токен Океан в ASI, и SingularityNet сделает также со своими токенами AJAX. И здесь нетрудно догадаться, что будет с ценой этой монеты. Да, есть большая вероятность увидеть рост, потому что сейчас сфера искусственного интеллекта – это самое перспективное и быстро растущее направление в мире. В сектор ИИ инвестируют все мировые корпорации, а Nvidia удалось стать 3-й компанией по капитализации в мире только благодаря чипам ИИ. Монеты на базе ИИ показывают очень хорошие результаты с начала года, и даже эти сотни процентов роста – это только начало, потому что они способны показать более высокие проценты прибыли вместе с ростом рынка ИИ. Поэтому если вы желаете, чтобы мы сделали большой топ перспективных монет ИИ, напишите в комментариях, а также поддержите нас лайком, и мы обязательно его сделаем. Ну и конечно же не забывайте переходить в наш Telegram, где все новости выходят заранее, и там есть много полезной информации. Также жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео, которое выйдет уже очень скоро. Поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч!